Видеообзор моего криптопортфеля на предстоящую бычью фазу. Именно об этом поговорим в этом видео. Цели, планы и стратегия по достижению целевых показателей. Поэтому досмотри это видео до конца, будет полезным и интересным. Погнали. В моем криптопортфеле прямо сейчас вы можете видеть какую-то сборную солянку. Здесь 12 активов, которые были приобретены. Основная их часть была приобретена посредством системы DCA, то есть понемногу докупал на просадке. Также тут есть монеты и токены, которые обусловлены аирдропом, либо какой-либо колл-аллокацией, как, например, Hamster Combat, Blast и Notcoin. И тут важно понимать, что те или иные токены в моем криптопортфеле не означает, что я верю в какой-то невероятный рост, либо супертехнологический продукт, но так или иначе приобрел по цене, которая меня заинтересовала, и жду определенных иксов от средней моей цены. Об этом мы поговорим. И сразу скажу, что какой-то крупный обзор я делать не буду. Вкратце расскажу по каждому токену, какую вижу оценку, какой рост, какой FDV, что, собственно, они делают. В общем, по 1 минуте на один актив. Но если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал Боярта и чат, обязательно подпишитесь, найдете там массу полезных мыслей. Ссылочки будут в описании. Blast, Ethereum, Hamster, Notcoin, Blur, Polyhedra, Arbitrum, Memcoin, Optimism, Starknet, Maverick, IME Labs. Примерно эти позиции в течение 1,5 года собирал, какие-то получил дропом, еще раз скажу, какие-то, опять же, докупал. Начнем мы, наверное, с хомяка. Данную позицию токенов я получил именно с колл-раунда и до сих пор держу. Скорее всего, нужно было сразу продать, но так или иначе, я верю, что будут определенные импульсы, и мы с вами увидим капитализацию, точнее не капитализацию, а FDV в районе 1,5 миллиарда. Именно там я, скорее всего, и разгружу. Сейчас мы видим, что он торгуется по 0,0027, и если говорить по той оценке, которую я предполагаю, это будет примерно 4,5 икса. Там бы я хотел разгрузить свою позицию. Участвовал в колл-раунде благодаря бирже BinkX, о которой я уже в принципе рассказывал. И в целом у меня около 500 000 просмотров по Хамстеру. И довольно-таки неплохо. Airdrop, который я получил именно с хомяка, я раздал своему комьюнити. Ну а в целом, в принципе, огромное количество трафика и новых людей, которые смотрят этот канал, пришли. Поэтому я, в принципе, доволен, даже несмотря на то, что именно по токенам у меня огромная просадка. Если посмотрим на холдеров, на данный момент 1 200 000 холдеров, но по циркуляции тут, конечно же, не как там у ноткоина. Здесь по циркуляции 64%, то есть не 100%. Это не очень хорошо. Ну и плюсом, что будет второй airdrop, будет второй сезон. Что они там придумают, чтобы вернуть всех этих юзеров, мы не знаем. Возможно, как раз таки будет тот самый импульс, чтобы заинтересовать старых и новых пользователей участвовать во втором сезоне. Посмотрим, что с этого выйдет. Как минимум ожидаю 1,5 миллиарда FDV. Далее в моем портфеле есть Blast и Blur. Я почему сказал Blast плюс Blur? Потому что у них один SEO, который в принципе создал эти два продукта. Если мы говорим про Blast, прямо сейчас вы можете фармить в Blast также Blast Gold и Blast Point, как было в первом сезоне. И в конце лета 2025 года получите также airdrop. Сейчас доступны мультипликаторы. Вот здесь вот можете выполнить и получать X к своим поинтам. Позицию по Blast я также не приобретал, получил ее в системе airdropа. На данный момент самая большая поза в 16%. По Blast ожидаю минимум 5 миллиардов FDV, как бы это ни звучало, многие в это не верят, но сейчас 780 миллионов. И если мы посмотрим, собственно, на конкурентов, которые, в принципе, также у меня есть в портфеле, Arbitrum, Optimism, Starknet, все так или иначе от 5 миллиардов FDV. Вот Starknet только немного меньше. А так, в принципе, достойная оценка в 5 миллиардов на бычке, на эйфории по Blast'у я ожидаю. Сразу скажу, что ни в коем случае я не говорю приобретать тот или иной актив. Это не рекомендация. Я просто показываю то, что есть у меня в портфеле, то, какие цены я ожидаю и так далее. Blur, можно сказать, зависимый продукт от Blast, так как один SEO разрабатывает, в принципе, какие-то идеи внедряет и в один и второй продукт. Если мы с вами видим возрождение экосистемы Blast, то, что они хотят сейчас сделать, это перейти немного в мобильную версию с десктопной. Посмотрим, как это реализуется. Также, возможно, в 2025 году будет возрождение NFT сектора, и мы с вами увидим, как котируются маркетплейсы и
И если мы посмотрим также на конкурентов, там Element либо OpenSea, у них токенов нет. Blur опять же имеет превосходство в этом плане. И также имеет превосходство по объемам торгов, по комиссиям и многим другим параметрам для дегенов и новичков. Опять же, если все совпадет вышеперечисленное, что я сказал, я ожидаю FDV как минимум 3,5 миллиарда. Сейчас 660 миллионов. Буду вкратце говорить определенные какие-то оценки. Вообще все активы я, скорее всего, буду разгружать в два этапа. Основную часть процентов 70-80 сразу по достижению той оценки, о которой я вам говорю. И остальное, если будет какой-то невероятный оверхай, там уже на очень-очень высокой позиции буду продавать остальные монеты. Так вот, 3,5 миллиарда как минимум я ожидаю. 5 причин, почему уже второй год пользуюсь исключительно биржей BinkX и рекомендую тебе. Одни из самых низких комиссий на рынке, простой и удобный интерфейс для новичка и профессионального трейдера, предоставление повышенного VIP плюс 2 статуса за переход из другой биржи, большое количество торговых пар и самое главное оперативное решение любых вопросов через меня лично. Также напиши мне, если торгуешь большими объемами или являешься инфлюенсером с аудиторией для получения отдельных условий. Ссылка в описании, все будет BinkX. Далее в моем портфеле есть несколько эфиров, закупала их по средней цене 2200, сейчас мы видим 2500, и тут достаточно интересная картина. Давайте подумаем, где можно продать и где лучше всего продавать, если вы холдите эфириум в долгосрок. Тут довольно консервативные значения лично для меня, где я буду фиксировать. Сейчас мы видим FDV в 300 миллиардов. Если же мы достигнем 900-1 триллион, именно там я ближе к триллиону зафиксирую, наверное, основную часть, либо все полностью выйду. Это будет примерно оценка 8-9 тысяч по эфиру. То есть с этих значений я буду фиксировать, все в своем телеграм-канале буду рассказывать. Принятие эфириум ETF, перетекание ликвидности с битка, благоприятный масс adoption, все эти нюансы могут дать спокойно такой прайс. Это примерно 3-3,5 икса, поэтому ожидаем. И уже как раз вслед за ростом эфириума я ожидаю секторальный рост L2 блокчейна. У меня есть оптимизм, у меня есть арбитр, у меня есть Starknet. Какие-то большие цели, невероятные мечты по этому сектору я не закладываю. Консервативные 5 иксов от моей средней ожидаю. Для меня это будет нормально. И вообще на целый портфель мой, который у меня имеется, если я получу от 5 до 7 иксов на предстоящей эйфории, где нужно будет разгружаться, для меня это будет вполне нормально. Тут нужно понимать, что чем больше у вас сумма, тем консервативнее должны быть у вас ожидания. То есть все мы прекрасно понимаем, что ребята, у которых миллионы долларов, для них 30, 50, 100% это огромный рост. Именно поэтому каждый закладывает для себя риск-ревард, делайте это однозначно. В среднем по каждому L2 решению, которое у меня в портфеле, просадка примерно на 40%. Довольно неприятно, но с учетом того, какой рост ожидаю, в принципе это нормально, я могу переждать, я вообще не парюсь, поэтому 5 иксов от средней моей покупки будет достаточно неплохо. Также верю в монету Memcoin, который так и называется, стикером мема. Сейчас мы видим, что 900 миллионов у него FDV, объемы понемногу начинают восстанавливаться. Если говорить про продукты, у меня в стейкинге находятся, соответственно, монеты. Вы можете застейкать и участвовать в аирдропах. Давненько не было. Из тех, что были, это Mon Protocol, Runcoin, Borpa токен, YOLO Games, в принципе и все. Из всех этих еще дополнительно за стейк мы получали airdrop. Так или иначе, около $1000 дополнительно я уже получил. Именно поэтому капитализацию ожидаю как минимум 6 миллиардов. И если посмотрим на график, по прайсу сравнить, давайте посмотрим, это примерно 700%. Оценка как раз таки близко к 10 центам. Там, наверное, я и буду разгружаться. Опять же, все зависит от рынка. Это очень грубо сказано по каждой монете. Просто вкратце рассказываю свои мысли, чтобы не растянуть ролик на 1,5 часа. Следующий актив Notcoin, уже много раз о нем писал. Это один из тех активов, в которые я верю. Капитализацию 5 миллиардов и выше. Я стейкаю монету, не выводил, как и говорю. Если буду выводить, обязательно скажу. Но, скорее всего, это будет после уже NotPixel, потому что так или иначе порядка 14 дней нужно на вывод. Поэтому с этим обязательно не тяните, если видите какой-то хороший импульс и хотите зафиксироваться уже по тем позициям, если прайс, в общем, доходит цена. 715 тысяч монет на данный момент у меня. И холдеров у нас 2 миллиона 875 тысяч, достаточно много, если можно сказать, по комьюнити, если сравнить с комьюнити другими мем-токенами.
Насколько можно его к мему отнести, Notcoin, не знаю, но мы видели с вами хороший рост, и я верю, что 5 миллиардов это самая-самая минимальная оценка именно на эйфории, на бычке, когда будет настоящий альт-сезон. Сейчас всего 700 миллионов. Примерно диапазон 0,055, именно там я скорее всего буду фиксировать свою основную позицию, либо сразу все монеты, это от текущей 700%. На самом деле это не так много, если мы сравним предыдущие. Давайте, например, у меня также есть для сравнения вам покажу Maverick протокол, такая монета. И когда был недавний рост, который мы с вами видели весной, все думали, это начинается альт-сезон. И то это был просто небольшой какой-то импульс, я имею в виду, когда весь рынок начал расти, и он уже вырос на 300%, не говоря о том, что будет, когда реально наступит альт-сезон. Именно поэтому 700-600%, 5-6 иксов от текущих, это вообще минимальное, что я ожидаю. Возможно, будет куда выше. Это я просто говорю минимально по портфелю. Какой-то актив сделает 20 иксов, какой-то вообще не сделает. Вырастет на 50% на максимальном АТХ альт-сезоне, и все. То есть тут я имею в виду на общий портфель. А что говорить о ноткоине, то поддержка Tone Foundation, лояльная комьюнити, интересные продукты, какое-то внедрение. Поэтому, думаю, не заставит себя долго ждать. Идем далее. Еще один недооцененный продукт, который, казалось бы, все падает и падает, но если мы посмотрим логарифмический график, увидим, что мы сделали огромное количество процентов, порядка 17 иксов, и сейчас идет, в принципе, справедливая коррекция. На FeedV сейчас можно посмотреть, это 30 миллионов, я ожидаю как минимум 10 иксов, возможно, кто-то посмеется с этого, но опять же мы увидим, что будет далее на рынке. Ожидаю примерно 300 миллионов. FeedV это просто минимальное значение после тех продуктов и той работы, которую делает команда, соответственно, мы с вами еще увидим. Помимо этого, IME постоянно сжигает монеты, какие-то новые сети добавляет и так далее. Именно по этой монете просто ожидаю в долгосрок и ничего не продаю. В принципе, это все активы, о которых я хотел поговорить. Если у вас есть какие-то интересные решения, напишите в комментариях, во что инвестируете вы, какие оценки ожидаете, что бы добавили себе, либо что исключили. Очень интересно послушать, и самое главное, соблюдайте риски. Всем пока.